Давно хотел приготовить что-то такое дикое, трэшовое. И сегодня решил запечь мясо в углях. И я не буду копать землю для этого, так как погода, во-первых, сырая, во-вторых, мы живем все-таки в 21 веке. И я не буду сжечь КамАЗ дров, чтобы получить много углей. А углей нам понадобится очень и очень много. А прежде чем я продолжу, поставьте лайк авансом этому видео, досмотрите его до конца, и если вам не понравится, можете его убрать. Но в комментариях обязательно напишите, как вам такой новый, необычный способ приготовления в казане. А вам предлагаю переместиться на день раньше, вечер вчерашний, и посмотреть, как мы замариновали мясо и сам состав маринада. На терке 2 головки лука я возьму. Чеснока возьму много, здесь целая головка. Чеснока много не бывает, я думаю, тем более, что касается мяса. Тоже натрем на мелкой терке. Добавлю горчицу зернистую. Вот такой фирмы, это не реклама, ну это просто горчица. Кстати, Махеев, занесете тогда за рекламу. Так, здесь у нас 140 грамм, если не ошибаюсь, да, 140. Всю прям сюда отправим. Половиночку соевого соуса, где-то грамм 120. Достаточно, вполне. Давайте размешаем, посмотрим, что у нас получается по консистенции. Злой такой маринад у нас получается. Много чеснока, много лука, горчица. Так, давайте молотого кориандра немного. Тут у нас осталось с прошлого приготовления. Тоже люблю я эту специю очень сильно. Прям добавим. И черного перца возьмем молотого. Ну так, на глазок. Пол чайной ложечки возьмем. Он такой злючий этот перец. Грамм 50 масла подольем, так что для консистенции, я думаю, достаточно. Вот такой вот у нас получился маринад, густой. Но так как мариноваться она будет у нас целую ночь, давайте теперь возьмем вот такой. Смотри, шматок у нас мяса. Это у нас жирная сторона, а это у нас хорошая сторона. Маленьким ножичком я его прям весь, так сказать, продырявлю, что ли. Ну, понимаете, да, чтобы маринад прям проник во все потаенные места. Это у нас карбонат. Здесь 2 с лишним килограмма. Возьмем пленочку. Все, друзья, убираем на ночь в холодильник. У нас уже будет завтра, а вы через секунду увидите продолжение. Не переключайтесь. Так, давайте теперь приготовим мясо для запекания. Для этого берем много-много фольги. Сколько слоев нам потребуется, я пока не знаю. Но я думаю, чем больше, тем лучше, чтобы не сгорело. Теперь надо распаковать. Такая вот сейчас. Вот такой, ребята, зверский кусок карбоната у нас получился. Сейчас я руки вытру.
Лили пока поближе вам покажет. Где-то 6 слоев фольги у нас получилось. Я надеюсь, что ничего не сгорит. А я пока пойду заниматься углями. Все, друзья, угли подошли. Давайте теперь переходим к казану и начнем наш дикий эксперимент. Самый необычный способ приготовления цельного куска мяса в углях. Для начала я разведу под казаном небольшой огонь, так чтобы он немного прогрелся, чтобы не был холодным, чтобы угли сильно не остыли. Я думаю, пока достаточно. Давайте разгребем, чтобы положить мясо максимально глубоко. Ну, с Богом! Сейчас сверху еще будем поддерживать здесь тоже костер, чтобы со всех сторон у нас был подогрев казана. Я думаю, свинина, ну, где-то часа полтора. Жарить, печь, называйте как хотите. Если вам интересно то, что у нас получилось или нет, обязательно досмотрите до конца. И не забывайте про лайк, про подписку, не забывайте про группу ВКонтакте у нас, все в описании. Также не забывайте про самовары тульские, ссылочки в описании. Обязательно переходите на сайт ребят, где я брал самовар. Все внизу, все в описании, все под роликом. Все, разводим костер сверху. Я вначале сказал, что мы будем 1,5 часа держать в углях мясо. Мы посчитали с Лилей, что этого будет мало. И держали еще практически 1,5. То есть у нас почти 3 часа мяса лежало в углях. Мы поддерживали здесь огонь и поддерживали еще снизу. Но очень не хочется ударить в грязь лицом перед вами, перед собой. Давайте мы снимем нашу сковороду. Укутали, конечно, мы его знатно. Лиля, показывай. Давайте надрежем. Ребят, все приготовилось. Посмотрите, какой кайф. Посмотрите. Ну, я думаю, смысла нет. Она там все такое. Сейчас еще вот так вот надрежем. Ай! Горячая здесь. Слушайте, снаружи было прям уже холодное. А снутри прям горячее. Не знаю, насколько это эстетично смотрится. Сейчас будем пробовать. Я безумно рад, что это у нас приготовилось. Мясо у нас запеклось. Ну, сами видите, оно прям, ну, я даже не знаю, как это. Сейчас будем пробовать, давайте по вкусу. Вот это все мы дело сейчас завернем. Итак, друзья, сейчас будем пробовать. Вот так. Обязательно посыпем укропом. Я даже мясо посыплю укропом. Давайте будем заканчивать наш эксперимент. Пробую мясо.
и картошечку. У меня нет слов. Я очень рад, что наш эксперимент удался, что мы, использовав казан не по его прямому назначению, запекли в нем в углях огромный кусок свинины. Напомню, 3 часа практически мы запекали. Видите, мясо разваливается. Мясо, кстати, очень вкусное получилось. Там еще соку много осталось. Картошку тоже сделали очень вкусную. Ребят, если вам это видео понравилось, напишите комментарий. Что вы думаете по этому поводу? Это было необычно, это был злой такой эксперимент, и он у нас получился. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Встретимся в следующем видео.